Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. В уютной обстановке небольшой астрофизической лаборатории, обрамленной строгими контурами космических технологий, сидел астроном, наделенный не только талантом, но и неугасимой жаждой знаний. Каждый вечер, глядя на звезды через высокотехнологичный телескоп, он задавался вопросом, что же скрывается за горизонтом видимого космоса. Эта идея, как сияющая звезда, освещала его путь к глубоким размышлениям и удивительным открытиям. Астроном знал, что наблюдаемая Вселенная – это лишь огромный пузырь, в центре которого находимся мы. В этом безбрежном океане космоса он видел лишь капли света, приходящие к нам с песчинкой временной задержки в миллиарды лет. Луна, сплетающаяся с его мыслями, была лишь секундами прошедшего времени, а Солнце, освещающее воды в день и 8 минут забытого света. Каждая капля света, достигающая его, была не только сведением о далеких звездах, но и отголоском давно ушедших эпох. Астронома захлестывало ощущение величия Вселенной, ее тайны и величия, ведущие его к новому осмыслению существования. Что же за пределами этого пузыря? Каждый раз, когда он наблюдал за галактиками, он представлял, что свет – это дичь. Это космический курьер с конечной скоростью. Изучая реликтовое излучение, он осознал, что этот свет был шифром, рассказывающим о начале Вселенной. Он не мог не восхищаться тем, что каждый раз, глядя на звезды, он смотрел в прошлое. Помимо звезд, астроном начал понимать более глубинные аспекты, скрывающиеся в реликтовом излучении. Он прочитал об эпохе, когда Вселенная была раскаленной плазмой, и почувствовал, как его разум стремится за пределы времени и пространства. Проходя на своих исследованиях, он пришел к выводу, что пространство – это не статичный фон, а нечто динамичное и вовлеченное в бесконечное расширение. С каждым открытием, происходящим в его исследовательской практике, он все больше сталкивался с особенностями того, что свет от далеких галактик, пока мчится к нам, был пойман в сеть расширяющегося пространства. Он размышлял о том, какие на самом деле скорости существуют и как они определяют путь света. Возможно, за горизонтом находится нечто большее, чем просто бескрайние галактики и пустота, задумывался он, погружаясь в размышления о Вселенной. В своих записях астроном начал исследовать различные гипотезы о том, что может находиться за границей наблюдаемой Вселенной. Интуитивно он предположил, что за горизонтом составной Вселенной, возможно, существует нечто идентичное. Еще больше галактик, звезд и пустоты. Эта идея служила основой для его погружения в исследование космологического принципа, утверждающего, что Вселенная однородна и изотропна, независимо от точки наблюдения. Однако его ум продолжал блуждать к более сложным концепциям. Каждое новооткрытое знание о Вселенной, каждая теория и парадокс приводили к тому, что он все больше осознавал глубину своих исканий. Эти глубокие размышления о бесконечности захватили его внимание. Он понял, что если Вселенная действительно бесконечна и в ней бесконечное количество материи, то появляется вероятность бесконечного числа событий, в том числе их повторения. В бескрайности Вселенной могли бы содержаться копии не только людей, но и всей Земли. Астроном осознал, что эти идеи не имеют предел, и стал исследовать бесконечное число способов группировки атомов в структуры, ведущие к множеству возможных миров. Следующий этап его исследований сосредоточился на геометрии Вселенной. Он изучал ее форму, ее судьбу и то, как они могут интерпретировать окружающий мир. Используя старинные законы физики и современные измерения, он пришел к потрясающему открытию. Вселенная плоская, с точностью до 0,4%. Это открытие толкнуло его в мысли о том, как взаимодействуют линии света, и его бесстрашный ум стремился к освоению основ. Идея о замкнутой Вселенной стала для него ощутимой реальностью. Он был заинтригован тем, что если Вселенная хоть немного искривлена как сфера, то путешествие в одном направлении могло бы в конечном итоге привести его обратно в исходную точку, только с другой стороны. Эта концепция космической приключенческой навигации учила его, что все возможно, даже в пределах одного единого пузыря, в котором он существовал.
Возможность бесконечного путешествия сразу же пронзила его мысли. Он собрал коллекцию всех своих записей о кругосветных космических поездках и начал планировать экспедицию в поисках новых горизонтов. После тщательных размышлений астроном оказался во власти так называемой теории космической инфляции, по которой пространство расширялось неимоверно быстро за бесчисленные доли секунды. Но только там, где расширение замедлилось, образовались карманы стабильности, включая его маленький пузырь. Эта осмысленная форма мегафизической поросли Вселенной привела к подозрению о других, еще не открытых пузырях, которые могли бы прятать свои тайны. Он стал углубляться в эти новые концепции, мечтая погрузиться в исследование мультивселенной. Каждая новая идея возбуждала его и вызывала ощущение реального приключения. Во время изучения темы мультивселенной он пришел к удивительному осознанию. Среди всех этих пузырей должны быть такие, где условия жизни могли быть совершенно другими. Вообразив, что жизнь может существовать в совершенно неземных формах, астроном чувствовал, как его исследовательское желание возрастает. Он верил в то, что через океан пустоты может существовать еще одна жизнь, и его стремление к открытиям становилось явным. Каждый день он погружался в новые удивительные исследования, основанные на разнообразных возможностях жизни в других мирах, и его ум вращался, как звездное небо, полное неизведанных возможностей. Астроном также стал погружаться в области исследования возможных следов космических аварий. Он задействовал свои знания об столкновениях двух пузырей и то, что бы могло остаться в виде шрамов на ткани нашего неба. Он читал об астрономах, которые находили холодные пятна, и приходил к умозаключению, что это могли быть результаты взаимодействия с другой Вселенной. Это открытие стало одним из его новейших увлечений, особенно холодное пятно в созвездии Эридана. Само по себе это было как открытие новой главной улицы в его исследовательской практике, магистраль, по которой можно было двигаться дальше и глубже. Однажды, анализируя глубокие данные о темном потоке, который служит как бы метеоритным следом в космическом безумии, как будто величайшие скопления галактик движутся в одном направлении, он заметил их загадочную скорость. Идея о том, что нечто гигантское тянет их из-за горизонта, заинтриговала его. Эта интуитивная идея начала будоражить его разум. Что же сквозь тьму может привести к новому открытию? Его ум начал рисовать образы невероятных псевдокосмических механизмов и их удивительных природных сил. Он полагал, что они могли бы быть связаны со скрытым существованием других вселенных и их взаимодействием. Все эти теории приводили его к еще одной концепции – гипотезе о вакуумном пузыре. Она внушала ему чувство тревожного ожидания, мысли о том, что, находясь в ложном вакууме, Вселенная могла бы распадаться в любой момент. Эта идея открывала невидимые двери перед ним, запуская внутренние споры о том, что будет дальше. Размышляя о фрактальной структуре Вселенной, он пришел к представлению о циклическом происхождении, мрачной и завораживающей концепции о пузырях, окруженных бесконечным пространством. Черные дыры служили ему метафорическими матрешками, в которых светил свет самой жизни, погружаясь в бесконечность. Изучая циклическую космологию, он открыл для себя еще одну удивительную теорию, предложенную сэром Роджером Пенроузом. Он осознал, что его Вселенная – это лишь одна из бесконечной цепочки перерождений, и что когда все звезды погаснут, он снова будет свидетелем нового большого взрыва. Этот замысловатый цикл жизни превращал каждую секунду его существования в важнейший момент. По мере развития своих идей он понимал, что его тщательное исследование могло бы привести к созданию новой Вселенной в лабораторных условиях, где можно было бы спровоцировать инфляцию. Эта необычная идея привносила в него чувственное возбуждение перед неизвестным, словно молодой археолог, наталкивающийся на древний свиток. Но, когда он вновь взглядом скользнул по звездному небу, его охватывала безысходность. Научные теории сообщали ему о горизонте частиц и о том, как в будущем этот горизонт раздвинется, позволив свету из удаленных регионов долететь до него. Однако темная энергия постепенно ускоряла расширение, и галактики начинали убегать от него быстрее, чем свет мчался к ним. Мечты о новых мирах и возможностях каждый раз ускользали от его понимания. Он осознавал гибкость их существования, и чувство тревоги вместе с надеждой продолжало вести его к новому открытию. Стремление к тому, чтобы протянуть руку к какой-то новой жизни. Астроном продолжал погружаться в мир загадок, которые простирались за пределами наблюдаемой Вселенной.
Его стремление к исследованиям и открытиям постепенно становилось явным. Он искал ответы на вопросы, которые рождали новые гипотезы. И его путь к знаниям давал ему возможность заглянуть за горизонты известности. Каждая мысль, каждая идея о том, что находилось за пределами горизонта, наполняла его душу чувством важности. Вселенная, будь то пузырь или бесконечность, напоминала ему о том, что он – лишь искра в безбрежном океане бесконечных возможностей.